Привет, меня зовут Катерина Косихина, я художник из Санкт-Петербурга, и вы на моем творческом канале, где я рассказываю про жизнь художника и создание картин. Сейчас я снимаю серию роликов по подготовке к моей первой выставке персональной, которая пройдет в городе Ижевске. Открытие будет 8 мая. Прошла 4-я неделя, и она оказалась еще более плодотворной, чем предыдущая, хотя я думала, что это уже и просто невозможно. В прошлом видео, если вы его не смотрели, можно посмотреть вот тут по подсказке, я вам рассказала про картину, в которой хотела выстроить диалог со зрителем. Сделала нейтральное небо, очень активные большие волны, взяла яркий цвет и спросила у вас, что для вас эта картина, какая у вас эмоция возникает, когда вы смотрите на нее. Это натолкнуло меня на мысль создать серию из 4 одинаковых картин с морским пейзажем, чтобы каждая картина служила эмоцией, а зритель мог бы сравнить свою эмоцию с моей. Я стала активно работать над картинами. Первой была работа, в которой хотелось показать ночное время суток, но не уходить в темные цвета. Я разрешила себе полностью отпустить голову и творить только мои фантазии. Для меня картина «Под луной» — история про влюбленность и про чувства. Пограничные цвета розовый и индиго про неизвестность. Высокие волны как отражение бушующих чувств и эмоций. Каждый может ощутить в моменте этот миг под луной. Это романтический волнующий момент жизни или предвестник бури и перемен? Мне кажется, интересная работа вышла. Давно я себе не позволяла творить полностью из головы, полностью из души. Возможно, это связано с тем, что сейчас я влюблена и мне немножко страшно. И отсюда такие мысли, вопросы и сюжеты. Жду ваших комментариев, как вам сюжет. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал и оставляет донаты на подготовку к выставке. Я очень ценю вашу помощь, а поддержать меня можно по первой ссылке в описании под этим видео. Также в параллель с этой розовой картиной я наконец-то дописала сюжет с Финского залива, и мне кажется, вышло просто обалденно. В реализме я явно прыгнула намного выше, и это ощущается. Так что одна из заглавных работ этой выставки наконец-то закончена. Далее у меня наступили пару дней раздумий, так как я не могла понять, какую эмоцию хочу вложить в 2 следующие картины. В такие моменты мне очень помогает концентрация и погружение в себя. Почти всегда я ловлю такое состояние, когда пишу что-то в гиперреализме, особенно сюжеты с некой тайной под водой. Так в целом я и решила сделать. Когда-то давно, до пандемии 2020 года, я впервые написала «Прозрачную воду», такой сюжет с озера, и мне это невероятно зашло. Это фото я сделала, пока мы плавали на лодке в парке Гатчина, и с тех пор у меня лежала еще одна фотография, которая мне невероятно нравилась, но все никак до нее не доходили руки. Даже, наверное, я не могла себя просто заставить ее написать, потому что для этого сюжета нужна абсолютная гармония внутри. У меня вечно либо я очень счастливая, либо у меня какие-то эмоциональные бури, поэтому вот это состояние гармонии мне словить очень сложно, поэтому, наверное, этот сюжет так долго ждал своего часа. Сейчас, на удивление, несмотря на все волнения перед выставкой, огромное количество часов работы, я чувствую себя очень гармонично. Я искренне спокойно внутри, я чувствую какое-то надежное рядом плечо, и мне действительно сейчас не так сложно, как в обычной жизни, хотя идет серьезная подготовка. Поэтому самое время для этого сюжета. Эта картина явно про гармонию с самим собой. Этот сюжет идеально послужил мне для того, чтобы я спокойно погрузилась в себя и, медитативно работая, продумала бы следующие картины. В этом сюжете я словила невероятный дзен. Можете мне не верить, но это так. Я даже восстановила ресурсы. Какая-то доля усталости у меня пропала. Самое главное, что я придумала 2 следующие эмоции для картины. Мне очень нравится, какая получилась картина. Она такая спокойная и немножко загадочная. Закончив ее, я решила сделать подмалевок для следующих 2 эмоций. В серию с эмоциями. Мне захотелось как базу, как основной элемент, взять самый сложный цвет. Для меня это оранжевый. Я сделала мазки оранжевого цвета и захотела одну картину увести в абсолютное счастье, а вторую сделать такой прям волнительный, бушующий, очень сложный. Но после того, как я сделала 2 пятна, я абсолютно не понимала, куда мне идти. Я еще не чувствовала, что я хочу выразить ими, поэтому я решила пока что оставить эти 2 картины. Поэтому я вновь обратилась к своему любимому способу и взяла гиперреализм и решила написать еще одну картину. У меня как раз был новый сюжет. Искренне не знаю, что за магия происходит, когда я пишу какие-то такие мелкие гиперреалистичные сюжеты, но действительно все самые классные идеи ко мне приходят именно в состоянии такой вот медитации.
У нас наконец-то закончилась зима, Финский залив растаял, и я ездила восстановить ресурсы к воде. Меня она очень сильно наполняет, как вы можете понимать. Нашла очень красивый сюжет с прозрачной водой и камнями под водой. Но цвет нашей воды и Финского залива, он такой тяжелый, такой коричневый, такой прямо, ну вот не про меня сейчас. Я решила просто поменять всю гамму. Решила сделать картину более яркой, более жизнерадостной, более светлой. И вместо темной умбры, коричневой, тяжелой, я просто взяла тюбик бирюзового. Да будет так. Легким движением руки я полностью поменяла гамму картины, ее настроение, ну и в целом, наверное, ощущение от картины. Работа вышла не такая простая. В некоторых моментах я прям знатно подзависла, и, если честно, я думала, она будет немножко проще, но ничего, в итоге она получилась очень достойно. Мне нравится, что я достигла такого уровня, что могу полностью менять цветовую гамму картины, и это уже не вызывает сложности. То есть голова уже начинает адаптировать, фантазировать, что-то менять. Это очень интересное чувство, оно появилось у меня буквально совсем недавно. Когда я смотрю на эту работу, мне хочется прям протянуть руку, тронуть эту воду, и я уверена, что она будет ледяной, такой прямо чистой, чистейшей, я бы сказала, как, наверное, бывает в горах Алтая. Такая она должна быть очень холодная, чистая, красивая, светящаяся, искренняя. Я не знаю, мне вот как-то так идет. Какие-то такие чувства и прилагательные возникают. Когда смотрю на эту картину, я искренне счастлива. Да даже когда говорю о ней. А как вам? На такой оптимистичной волне я решила вернуться к одной из оранжевых картин. И я действительно так сильно была наполнена положительным чувством, положительной эмоцией, что решила и первую из двух картин оранжевых сделать счастливой, именно абсолютное счастье. И родилось теплое закатное солнце с невероятно красивыми, живыми бирюзовыми волнами, которые так игриво переливаются миллионами солнечных бликов. Мне хочется улыбаться, когда я смотрю на эту картину. А вам? Пишите в комментариях. Как считаете, мне удалось передать счастье? Ну а после этой картины я решила все-таки дописать четвертую картину из серии эмоций, но взять абсолютно противоположную эмоцию к счастью. Я хотела сделать шторм, что-то даже немножко пугающее, но, видимо, после двух таких жизнерадостных картин и своего чувства вот этой гармонии, я не смогла сделать нечто пугающее. Я хотела сделать спор. Мне прямо мне прям кажется, что оранжевый — это такой спорный цвет, и, ну вот, короче, такая, такая мысль. Грозовые тучи, темный цвет, надвигающиеся волны, сломанный мост причала, при этом пробивающийся оранжевый свет. В этой картине мне прямо очень нравится задумка, потому что она самая спорная. Это такой открытый вопрос к зрителю, потому что коричневые и оранжевые цвета, они всегда спорные. Для некоторых это грязные цвета, а для некоторых это глубокие цвета. Также мы можем сказать про коричневый. Очень многие считают, что коричневый некрасивый цвет. Но на самом деле, если с другой стороны посмотреть, это глубокий кофейный, это природный цвет. В общем, именно этот спор личного ощущения каждого человека мне нравится в этой картине. Вот поэтому сюжет, когда я его закончу, мне интересно будет почитать ваше мнение в первую очередь. Картина еще в работе, и финальный результат вы увидите на следующей неделе, потому что я немножечко не успела. Это все те бирюзовые камни. Так что не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы первыми узнавать о видео. Как вам продуктивность этой недели? Палец вверх, если я молодец. Ну, чуть-чуть-то можно себя похвалить. Я страшно довольна концепцией, которая вырисовывается для этой выставки. У меня осталась последняя неделя для живописи, дальше будет несколько дней, где-то неделя тоже, для просушки и отправки работ. Ну а дальше уже будем готовиться к открытию, монтаж выставки, переезд в Ижевск. В общем, оставайтесь со мной, будет очень много интересного. Я отправила организаторам информацию о себе и о своих картинах, поэтому на этой неделе, я надеюсь, уже появится афиша, а также приглашение на открытие с фуршетом. Так что, как только они мне придут, я разошлю всем свои приглашения на выставку. Боже, я очень счастлива. Я волнуюсь, но действительно очень жду этого события.
Вроде бы я рассказала обо всем, что делала на этой неделе. Я побежала творить, а вас жду в комментариях под этим видео. Пишите свои ощущения о картинах. До встречи, ваша Кэти Бо.